Приветствую тебя, инженер. Касательно того, что ты только что увидел. Много ли ты знаешь людей, что знают, как устроена и функционирует система пуска реверса главного двигателя? Что-то мне подсказывает, что из рандомно взятых 10 твоих коллег тех, кто что-то может сказать на эту тему, будет ни одного. Этот факт человеческой незаинтересованности объясняется тем, что система очень надежная, если собрана нормально, и работает весь срок службы судна вообще без обслуживания. Но давай отложим в сторону все эти «мне это не понадобится», «это не ломается» и «это скучно» и разберемся в этом организме. В качестве опытного образца будет система двигателя MAN серии ME, судна 2017 года постройки. А это уже схемка нашей системы. Давай, чтобы не забивать голову со старта, уберем пока со схемы опционно добавляемые системы и оставим только те, что есть по умолчанию. Найдем основные элементы. Пусковой коллектор, станция подготовки управляющего воздуха, выхлопной клапан, главные пусковые клапаны 2 штуки, дискретный пусковой клапан, тот что на цилиндре, немного соленоидных клапанов и защита от дурачка на валоповоротном устройстве. Вся система запитана сжатым воздухом от пусковой магистрали. На самом деле нет. Она запитана с пускового баллона. Чтобы при перекрытии воздуха на пусковую магистраль автоматика оставалась под давлением. План теперь такой. Сначала мы посмотрим, как вообще идет воздух в системе, а потом разберем пуск двигателя с двух режимов – горячий и холодный. Реверс на электронном двигателе осуществляется системой электронного управления, железяки передвигать не нужно, так что не будем об этом, это ужасно скучно. Поехали! Воздух из пускового баллона поступает в пусковую магистраль до главных пусковых клапанов и параллельно с этим в станцию подготовки управляющего воздуха. В моем случае такая станция есть на двигателе. Иногда она может быть и судовой со своим фильтром-осушителем. Тут у нас редукционные клапаны снижают давление с пусковых 30 бар до 7 для цепей управления. Далее по трубе есть два клапана, они ручные. Одним из них можно перекрыть воздух на воздушные пружины выпускных клапанов, другим на остальную систему управления. Эти два клапана нужны для проведения ремонтных работ на системе. Выхлопной клапан – это тупик. Далее воздух никуда не идет. В клапанах он работает как пружина. Перед системой управления есть небольшой ресивер, аккумулятор по факту. Накопленный в нем воздух смягчает просадки давления в системе при ее работе и повышает ее быстродействие. Этот воздух ушел к соленоиду. Он управляет пусковым клапаном на цилиндре. Далее, управляющий воздух упирается в три клапана. Два пусковых и клапан защиты. Этот клапан физически закреплен на рычаге валоповоротного устройства, и при введенном в зацеплении валоповоротном устройстве запустить двигатель не получится. Два главных пусковых клапана. Их еще называют маневровыми. Один маленький, это для процедуры slow turning. Сечение трубы маленькое, двигатель проворачивается медленно. Большой – основной. Он дает воздух на все деньги, и с ним уже можно движок запустить. Этот соленоид управляет маленьким клапаном. Эти два через логику «или» управляют основным клапаном. По поводу этого узла. Напиши-ка мне в комментариях, почему именно так, а не вот так. Сами пусковые клапаны приводятся в действие пневматическими актуаторами. И еще один момент. Вот тут давление 30 бар, а вот тут 7. Система увешана датчиками давления и положения запорных органов. Это нужно для корректной работы системы управления. Запомни, инженер, нельзя просто так взять и запустить двигатель. Необходимо соблюсти несколько условий, и за этим пристально следит система управления. Мы ее, пожалуй, тоже сымитируем. Условия для запуска следующие. Есть давление пускового воздуха, есть давление управляющего воздуха, есть давление воздуха перед пусковыми дистрибьюторами. Валоповоротное устройство не в зацеплении с маховым колесом двигателя. Маневровый клапан не заблокирован. Помимо этого есть еще условия, не связанные с пусковой системой, мы их сюда включать не будем. Получится каша. Поехали! Воздух на станцию подготовки поступает по умолчанию.
Выводим из зацепления валоповоротное устройство. Открываем клапан на пусковой дистрибьютор, разблокируем маневровый клапан и открываем клапан на баллоне пускового воздуха. Далее процессы, происходящие параллельно, будут обозначены одним цветом. Те, что происходит последовательно, другим. Газ в палас. Электрический сигнал приходит на клапан 11-14, что пускает сжатый воздух на управляющий клапан 68, что в свою очередь дает сжатый воздух на актуатор малого пускового клапана. Далее в дело вступает дистрибьютор пускового воздуха, что в соответствии с командой от ECU открывает пусковые клапаны на нужных цилиндрах. С открытым малым пусковым клапаном двигатель совершает один медленный оборот, после чего открывается клапан 1121А или 1121Б, что дают воздух на клапан 12, что пускает воздух на актуатор большого маневрового клапана. Клапан открывается. Теперь коленвал двигателя вращается значительно быстрее. При открытии большого пускового малый закрывается. По окончании процесса пуска закрывается и большой пусковой клапан, и перестают открываться клапаны на цилиндрах. В этом случае происходит то же самое, но без участия малого маневрового клапана. Основное отличие, как же система понимает, когда необходимо произвести холодный пуск, а когда горячий. Все просто. Если двигатель находится в стендбай, то бишь его коленчатой волне вращается на протяжении более чем 30 минут, будет осуществлен холодный пуск. Помнишь про опционные системы, что мы изначально убрали? Давай нагрузим наш невероятных размеров мозг по полной. Если у вас есть система LDCL, то ее органы управления могут работать от сжатого воздуха системы управления. В моем случае трехходовые клапаны рециркуляции охлаждающей воды. А еще может быть и дополнительный трехходовой клапан на топливной системе, отвечающий за аварийную остановку двигателя. Вообще, на эту систему можно навесить все, что угодно. Хочешь, чтобы при пуске двигателя кофеварка в ЦПУ заваривала ароматную пыль бразильских дорог $4 за полтонны? Хорошо. Просто заплати судостроителю деньги, и такая система появится. Один момент по LDCL. Если для тебя эта аббревиатура пустой звук, welcome в телегу или ВК. В этих пабликах будет открыт опрос на эту тему. На добром. Пока.